Девчонки, всем привет! Сегодня снимаю вам ролик с покупками за месяц. У меня накопилось некоторое количество банок, хочу вам их показать и уже отнести на полочку, начать краситься, начать пользоваться. Больше глобальных покупок в июне я не предполагаю. Мне осталась только одна посылка с Sephora, вот ее я уже потом покажу отдельно. Давайте начинать. Начнем с покупок для тела, они наименее интересные. Во-первых, приобрела себе вот такой вот солнцезащитный спрей. Это фактор защиты 50. Это турецкая марка Dermakill. Как обычно, буду здесь прикреплять цены в рублях, в евро и в турецких лирах. Взяла попробовать. На самом деле здесь, в Турции, мы покупаем только турецкие солнцезащитные средства, и в том числе детские, и они прекрасно работают, и мы используем на всю семью одну упаковку, всегда просто детский крем для взрослых и для детей. Не вижу смысла покупать несколько бутыльков. Также взяла вот такое вот масло. Это тонирующее масло, тоже турецкий производитель, Такалон. Он, в принципе, здесь достаточно распространен. Я схватила это масло, думая усиливать им загар на ногах и руках, в общем, на конечностях, но не знаю, посмотрим, как пойдет. Меня смущает, что здесь экстракт моркови. Я боюсь, что загар будет оранжевым. Начну пользоваться, эта штука очень бюджетная. Если не подойдет, я просто перестану его использовать. Посмотрим, запах очень приятный. Также приобрела, опять же, от Dermakill очень бюджетное средство. Вообще, это гель для умывания лица с экстрактом чайного дерева. Я взяла эту штуковину для душа. В качестве геля для душа я добавляю этот гель на мочалку к основному гелю для душа во время мытья зоны декольте, плеч и спины, потому что я вам уже говорила, что кожа у меня комбинированная, жирная, так вот она везде такая, и летом в жару у меня могут появляться какие-то высыпания в данной зоне, поэтому вот такие штуки я беру на лето. Очень бюджетный гель, но он хорошо работает, он не сушит, он приятно пахнет, в общем, такое средство для тела, так сказать. Также я приобрела лак от Golden Rose, тоже в магазине. Видела, что эти лаки продаются в России. Оттенок 202. Девочки, не берите, если подвернется. На ногтях он смотрится хорошо. Мне даже в видео кто-то писал, что очень хорошо он смотрится. Да, но там 4 слоя лака. То есть это очень красивый неоновый цвет, но он полупрозрачный, как такое полупрозрачное желе. Ложится он неровно. Чтобы нанести его ровно, нужно 3-4 слоя. Это никуда не годится. Я любитель быстрого покрытия, быстро сохнущего лака, маникюра за 5 минут. Не люблю уделять этому время. И вот данный лак меня, конечно, неприятно удивил. Я думала, он будет более пигментированный и он будет плотнее. Вообще не советую. Так, это еще раз оттенок 202, вообще большое нет. И приобрела я для всей семьи вот такой вот гель от Frudia. Это гель с алоэ. Большая здоровенная банка, стоил безумно бюджетно. Тут, в принципе, в составе заявлен и алоэ, и центелла, и виноград, экстракты. Но не знаю, когда я смотрела состав на сайте, я брала его в Watsons, я не обратила внимания, что там алкоголь. Наверное, в этих гелях алоэ везде есть алкоголь, не знаю. Ну вот я его взяла для тела, обычная прозрачная такая бандура, прозрачный гель. Посмотрим. Не люблю я продукты, в которых есть спирт, по понятным причинам. Ну вот, взяла это для семьи, муж попросил, давай возьмем, будет стоять, будет стоять. Теперь мои покупки по уходу за лицом. Во-первых, на этот раз взяла вот такую мицеллярную воду от Dermakill. Мицеллярка с гиалуронкой и ницинамидом. Вы знаете, я вот ее взяла, и потом у меня такое смутное ощущение возникло, что я ее уже в пустых банках, ее ругала. Ну, это для меня нормально, память короткая. В общем, начну пользоваться, стоила очень бюджетно. Если она окажется действительно не очень хорошей, как я и запомнила, я не знаю, зачем я ее схватила,
Если не подойдет, я тогда буду стирать ей сводчи и возьму что-то другое. Ну, в общем, мицеллярка. Далее я приобрела вот такой вот гель для умывания от Fruity. Он с экстрактом черники. У меня уже такой гель был. Это замена, скажем так. Меня абсолютно устраивает этот гель для умывания. Это типичная корейская умывалка с плотной текстурой, которую надо совсем чуть-чуть, которая пенится, прозрачная. Она мне не сушит. Вот это очень хорошее средство для умывания, после него кожа не сушит, но, опять же, у меня комбинированная, склонная к жирности. Мне подходит, она также и заявлена как увлажняющая, поэтому я ее люблю и не вижу смысла пока на что-то ее менять. В этот раз я решила себе взять вот такой вот тонер. Это Pure Beauty марка, тоже корейская, здесь очень сильно распространена в Турции, и это их серия Pink Bye Bye Pores, и вот такой вот у меня теперь от них тонер. На упаковке написано, что его надо встряхнуть перед применением. Я брала его по рейтингу на сайте Watsons, и при этом потом прочитала в составе, что тут на втором месте есть спирт. Ну, блин, ребят, серьезно, в 23-м году у вас в тонике на втором месте будет алкоголь? Короче, я не знаю, я попробую им воспользоваться. У меня от Pure Beauty был BB-крем, он мне понравился. И было 2 крема для лица. Один легкий флюид вообще не понравился, а один такой увлажняющий гель мне очень зашел. Поэтому через раз мне от них средство подходит. Заявлено, что это Корея, очень бюджетно стоит в Турции, но некоторые корейские марки в Турции стоят намного меньше, чем в России. Я не знаю, с чем это связано. В России я эту марку не нашла. Ну, в общем, попробую, надеюсь, спирт мне кожу не испортит. Ну, я это сразу почувствую, если что, просто это перестану применять и все. Куплю что-то другое. Также купила пару масок. На масках задерживаться не будем. Просто покупаю первые попавшиеся. Одна с алоэ, другая с коллагеном. Я их покупаю просто, чтобы снять отечность в такие, скажем так, не очень удачные дни, когда с утра я похожа на рыбу-фугу, блин. Так, маски. Что еще для ухода? Взяла попробовать на этот раз вот такой бальзам. Это марка Banila Co. В принципе, он популярен, продается на Wildberries, продается, я думаю, везде. Clean It Zero. У меня версия, знаете, Revitalizing, что ли. Да, ну, я особо так не смотрю на все эти названия, потому что я считаю, что все-таки очищающий бальзам не особо-то как-то оказывает влияние на нашу кожу. И все эти версии, они в конечном итоге одинаковые. Не открывала его еще. Я ни разу не пользовалась ванилой. Ну, обычный бальзам. Прозрачный. Стандартная упаковка, 100 мл. Это я все ищу замену своему бальзаму от Clinique, который в Турции стоит очень дорого. Ну, и шла какая-то лопаточка. Ну, это, видимо, после открытия. И также мне пришел пробник Sephora. Это крем для глаз. Он смягчающий. Что тут у него? 96% натуральных ингредиентов. Ну, в общем, какой-то пробник от Sephora. Попробую, вам потом расскажу. Пробники я у себя не храню, не держу, терпеть не могу, когда они копятся. Точно так же, как и пробники ароматов, их я вывожу сразу же, поэтому в пустых баночках будет отзыв. Я, кстати, смотрела на этот гель и думала, нужен он мне или нет, на этот крем. Ну и все, осталась только декоративка. И как раз-таки вот с этим заказом с Sephora я получила пробничек. Я единственное, что заказала по распродаже Sephora, это вот этот вот бронзер от Fenty Beauty. Посмотрите, какой он красивый. Я как-то снимала видео, наверное, уже полгода назад про косметику, которую я жалею, что не купила. И там я рассказывала про этот бронзер.
Это была лимитка. Это последнее, то, что я захотела купить из запусков Fenty Beauty. И у него потрясающая упаковка, такая типа мраморная. Она сама не белая, она фиолетово-серая, с вот таким тиснением. У меня это темный оттенок, Pecan Swiller. Почему темный? Потому что, судя по отзывам, оттенок светлее, он больше похож на хайлайтер. Это подсвечивающий бронзер. Я его уже сводчила, поэтому он уже так выглядит. Он очень пигментированный, безумно пигментированный и больше похож на темный хайлайтер. Я смотрела отзывы по поводу этого продукта. Большое зеркало красивое. Сколько здесь грамм? Грамм 12. Ну, в принципе, ни много ни мало. Есть бронзеры по 20 грамм, есть по 6, по 7. Поэтому, ну, средний объем. Это какая-то очень текстура, напоминающая кремовые тени на самом деле. И вот я хочу попробовать его в ближайшей собиралке. Я хотела этот продукт. Когда он только появился, я не стала его брать, потому что на тот момент цена его была неадекватная. Я купила его со скидкой. Все равно я считаю, что можно было бы и дешевле взять. Но ладно, мне очень хотелось. Это прямо что-то очень сияющее. Я люблю сияющие бронзеры. Я думаю, что легкой кистью летом на загорелое лицо это будет красиво. Это была желанная покупка. Он пропал в прошлом году, больше его было не найти. И вот, видимо, на какой-то инвентаризации нашли последние экземпляры, и он попал в распродажу. Там небольшая была скидка, 20%, и я его приобрела. Вот. Так что, в принципе, я довольна. Но я его еще на лицо не пробовала, хочу попробовать вместе с вами. И надеюсь, что он мне подойдет. Может быть, я его буду использовать как не самостоятельный продукт, а как топпер. Ну, на бронзер, да, на обычный матовый. Посмотрим. В общем, классно. Я все жду загара. Я уже начала загорать. И мне кажется, что такой продукт круто очень будет смотреться в летнем легком макияже. Далее продукты для глаз. Абсолютно рядовая покупка. Тушь от Golden Rose, очередная. Не буду открывать. Указано, что здесь объем и длина, и что она интенсивно черного цвета. Туши от Golden Rose мне нравятся через раз, но они очень бюджетные. И, как правило, черные туши Golden Rose делает хорошо. Вот, поэтому это пойдет в запас. Открывать я пока ее не буду. Для глаз далее. Я несколько раз в видео говорила, что все хочется мне побольше карандашей для глаз пастельных оттенков. И вот я когда делала заказ на Cosmeli, я увидела там карандаш от Essence. Мне нравится эта серия Long Lasting, она классная. У меня это оттенок 38 All You Need Is Love. И это такой какой-то розово-лавандовый, розово-фиолетовый оттенок. Он очень светлый, но мне нравятся такие цвета в слизистую, в уголочек глаза, или когда темная тушевка, контрастной светлой стрелкой. В общем, взяла я себе такой карандаш. И вообще я за последние полгода достаточно карандашиков закончила и решила, что нужно мне подобновить коллекцию. Но так как все эти карандаши потом лежат очень долго, сохнут, я решила, что на этот раз я попробую взять аквалайнеры. И как раз нам Watsons привезли новую коллекцию Revolution с Fortnite. Вот, и там в этой коллекции были вот такие аквалайнеры. Я думаю, что в принципе марка аквалайнеров не очень принципиальна, не очень важна. Их очень много на рынке, и вот я решила приобрести, чтобы у меня просто лежала эта палетка, я не парилась ни по ее сроку годности, ни потому, что ее там надо заканчивать, не заканчивать. Просто валяется какая-то палеточка, и когда мне хочется пастельных стрелок, всегда могу ей воспользоваться. Сейчас мы с вами, наверное, их посвочим. Я тут себе принесла водичку. Хочу вам показать. Это типичный турецкий стаканчик-тюльпанчик. Так, берем кисточку.
оттенки в рефилах кажутся очень яркими, но я видела, что на сводчах они пастельные. У меня раньше не было аквалайнеров, и я себе слабо представляю этот продукт в работе. Вижу, что плешивит, но, скорее всего, мне надо было взять больше воды и, как акварельные краски, немножко их растопить. Да, так ложится плотнее. Мне нравится, что очень светлые пастельные цвета. Я не люблю неоновые или яркие карандаши подводки, а вот пастель я всегда приветствую. Зеленый. Ну вот, тут опять мало водички. Короче, аквалайнеры — это такая вещь, к которой надо приноровиться, судя по всему. Ну, естественно, эта вещь не стойкая. Но у меня, кстати, и нет проблемы с тем, чтобы подводки как-то убегали. То есть у меня глаза очень-очень редко слезятся. Может быть, только если от какого-то сильного ветра. Так, желтый. Вот мне интересно, они также будут неплотно ложиться стрелкой или нет? Посмотрим. В принципе, для хранения такой формат мне максимально удобен. И в качестве такого творчества тоже, потому что, ну, получается, их можно же и смешивать, эти цвета. Это же, по сути, просто обычные акварельные краски, которые можно на лице использовать. Я уже вижу сложности с этим продуктом, потому что я понимаю, что надо очень хорошо регулировать количество воды и консистенцию, которая получается. Ну и черный цвет, он достаточно стандартный. Давайте его тоже нанесем. Ну, вот так. Вот такие сводчи на аквалайнеры. Так что теперь у меня очень много вариаций для пастельных стрелочек. И все это в одной палетке. Мне показалось очень удобно, но посмотрим, как оно будет в применении. Для глаз у меня также новинка, ну, для меня, это клей для глиттера от NYX. Мне посоветовали его в комментариях, и я поняла, да, почему бы и нет. У меня множество формул есть в коллекции теней, которые сыпятся. Ну, буду пробовать, я ни разу не пробовала. Честно вам скажу, я к бренду NYX относилась и отношусь с некоторым предубеждением. Я от них приобретала несколько продуктов, ну, наверное, в году в 15-м. И уже к году к 16-му я от них от всех избавилась. Мне не понравилось качество ни теней, ни помад их. И вот это первая моя покупка от NYX спустя много-много лет. И вот это клей для глиттера, всем известный. Ну и must have, так сказать. И остались у меня только покупки для губ. Что касается губ. Во-первых, мною было приобретено пару масел для губ. Это обычное масло из магазина, турецкая марка Mon Amour, нигде больше не продается. Пахнет легко-легко, чуть-чуть дает тинт, цвета своего не имеет. Такое силиконистое на самом деле, увлажняет хорошо. Мне понравилось, я его поставлю на кухню, будет там стоять. Я вообще люблю всякие масла для губ, всякие бальзамы для губ. За последнее время я их очень много закончила и решила, что надо прикупить.
Далее я взяла вот такое вот масло от Golden Rose. Это их серия Miss Beauty. И это вариант Cherry. Пахнет действительно вишенкой. Должно, опять же, тинтовать. Это, скорее всего, будет лежать где-нибудь в сумке. Я читала о нем только хорошие отзывы. Видите, они разных оттенков. Это более малиновое, а это более красное. Я читала только хорошие о нем отзывы. В России продается на Wildberries. Я думаю, еще много где продается, в Европе в том числе. Хорошая штука, я думаю. И у меня осталось еще 2 бальзама для губ. Взяла вот такой вот бальзам от Golden Rose Glow Kiss. Эта серия выходила в прошлом году, и я ее тогда не приобрела. Но в этом году решила, что так как много я уже бальзамов закончила, бальзамные помадки всегда хорошо идут. И у меня это оттенок 01. Пахнет чем-то сладким, но невнятным. Вот такой тут нюдовый оттенок. Я ее еще не пробовала. Я помню, что были отзывы по поводу этого Glow Kiss, что он очень быстро тает и плохо в стике хранится. Поэтому я, наверное, буду по чуть-чуть прямо его выкручивать. И попробую в ближайшем видео, наверное. Хороший нюдовый оттенок. Просто на повседневку. Приятная текстура. Можно нанести без зеркала. Что еще надо для лета, для пляжа. Если мне понравится качество, я приобрету и другие оттенки. Опять же, это очень бюджетно. И если цена-качество окажется в достойном соотношении, то почему бы и нет. И последняя моя покупка в этом месяце. Это вот такой вот бальзам от MAC. Я боюсь читать и произносить это слово. Мне кажется, у меня не получится. Squirt Plumping Gloss Stick. Это бальзам. Мы как-то обсуждали его в новинках, в видео о новинках. Выбрала я для себя вот такой вот красный оттенок. Он называется Heat Sensor номер 12. Я выбирала и остановилась на нем. Мне показалось, что на лето это будет очень классный цвет. Вот такой вот он. Уже можно немножко выкрутиться. Вот. Я смотрела видео по поводу этих бальзамов. Они очень-очень тающие, очень обильно наносятся. С ними надо прям аккуратно. Они дают цвет, немножко цвета. Именно поэтому я выбрала вот такой вот красный оттенок. У него очень такая текстура. Даже вот в сравнении с Golden Rose видно, насколько она глянцевая. Мне кажется, на губах будет смотреться просто бомбезно. В общем, это что-то интересное. Если мне понравится, я возьму еще другие оттенки. Это обычная пластиковая упаковка. Она, конечно, вся вот в таких в стиле 90-х, да, она очень минималистичная, она не магнитная. Но и бальзам этот стоит недорого. Посмотрим. Я думаю, что он будет очень быстро уходить. Ну, и посмотрим, какой он будет в носке. В общем, я хотела эту штуку, она была у меня в виш-листе, и поэтому я даже не стала ждать распродажи в июле на помады, в MAC она будет, потому что знала, что эти бальзамы расхватают, и их действительно расхватали. Но если что-то еще привезут, то я возьму, может быть, другие цвета, смотря как будет носиться. Ну, собственно, и все. Это были мои покупки на всяких распродажах и акциях в июне месяце. Единственное, у меня еще осталась одна посылка из Sephora с юбкой. И, девчонки, хотела еще с вами посоветоваться. Я знаю, что, скорее всего, у многих моих зрительниц есть палетка от Anastasia Beverly Hills Nouveau, которую я раздумывала, покупать или не покупать, наверное, последний год. Она меня постоянно чем-то смущала, но у меня нет ни одной палетки в новой формуле от Анастасии, и я хотела спросить вашего совета. Сейчас она на хорошей скидке. Как вы думаете, стоит ли вообще
пробовать эту палетку. Нравится ли она вам спустя там какое-то время использования, подскажите, пожалуйста, потому что я смотрю кучу обзоров, и у меня какие-то смешанные чувства по этому поводу. Вроде как и хотелось бы попробовать, вроде как и гамма моя, но я как будто бы не вижу ничего особенного в этих оттенках. Так что я буду вам очень признательна, если, девчонки, вы мне напишите, у кого есть эта палетка, вообще стоит она того или нет, или, может быть, вам больше понравилась ее вторая палетка, которая выходила. В общем, посоветуйте мне, потому что я сейчас в раздумьях, брать ее по скидке 40% или не брать. Все-таки скидка хорошая, не думаю, что она скоро повторится по такой цене. Вот. Всем, девчонки, спасибо большое за просмотр. Всем вам отличных покупок. Я знаю, что в июне идет много распродаж. Я вам желаю всем удачного шопинга. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.